Итак, всем привет! Сегодня я вам попробую рассказать, как я пишу аранжировки. Самый простой способ — это найти к нужной песне аккорды тональности ля минор или ми минор. Тут не угадаешь, какой лучше. Потом мы делаем шаблон. Буквочка R в английской раскладке — это ставится пауза. Вот здесь справа внизу включаем метроном и слушаем. Пробелом запускается. То есть для начала нам нужно создать сеточку для того, чтобы было удобно на нее накладывать мелодию, аранжировку, басы. Плюс-минус на дополнительной клавиатуре — это уменьшать или увеличивать размер ноты или паузы в 2 раза. Вот давайте сделаем вначале все ноты в 2 раза уменьшим восьмыми. И insert клавишей перед паузой, смотрите, добавляется еще одна такая же. То есть 4 четверти — это вот 4 вот таких вот паузы. А нам надо, желательно, восьмыми. То есть их будет 8 штук. Так, далее мы можем вот это накопировать, просто во все повставлять. Так, сеточка у нас готова. Потом у нас играется песня в ля миноре. То есть постой, паровоз, сильная нота на постой идет. Постой, и ударяется аккорд. Значит, по будет за тактом, это вот здесь где-то. Мы, значит, на сильную долю пишем аккорд ля минор. Сразу можно кнопкой А в английской раскладке добавить аккорд ля минор. Выбрать его вот здесь АМ. Или написать просто. Сейчас он написан, потому что стоят уже ноты на нужных местах. Вот пишем АМ. Так. Ля минор будет. Можем запустить и примерно послушать. То есть это постой, паровоз. Здесь вот уже будет другой аккорд. Ре минор. ДМ. Можно сразу бас проставить. У него нота ре. Что вам нужно, это просто знать, какие ноты находятся в каждом аккорде. Это можно найти в интернете без проблем. То есть какие ноты входят в аккорд ля минор. И знать, где эти ноты на гитаре. Но это очень просто, если вы знаете строй. То есть ми, ля, ре, соль, си, ми. Вот они написаны тут. Ми вот шестая, ля пятая, ре четвертая, ну и так далее. А дальше вы просто по одному ладу добавляете к этой ноте. Если первая открытая ми, то вторая на первом ладу уже будет фа, потом фа диез, соль. И таким образом вы можете высчитать любую ноту, какая вам нужна. То есть запомните, что вам надо знать для создания аранжировки простой. Это какие ноты входят в какой аккорд. 3 достаточно будет. То есть постой, паровоз, не стучите, колеса. Здесь еще 2 аккорда. Постой, паровоз, не стучите, колеса. Так, здесь пишем Е, здесь АМ. Так, теперь подбираем мелодию к ним. Так как сильная нота у нас будет на постой, то она будет практически 100% одной из аккорда. То есть ля, до или ми. Вот мы подбираем постой. Звучит на одной ноте. Значит, мы пробуем с этим аккордом. Постой, постой. Не подходит ля.
Постой. До тоже не подходит. Постой. Вот это уже созвучно, значит пишем ми. Ми это у нас открытое первое. Получается. Постой. Та-дам. Вот здесь вот у нас вместо двух нот должно быть 3. То есть пауза и та-да-дам. Это можно сделать троечками. То есть вместо двух нот поставить 3. Это у нас на клавиатуре клавиша рядом со звездочкой справа. На дополнительной клавиатуре рядом с намлоком слэш такой. И инсертом добавляем еще одну, потому что у нас 2. Неполный такт. Тут видите 3,6 из 4. Добавляем все 4 четверти, зелененьким заиграло. Постой. Пауза. Паровоз. Постой. Вот идет третий лад, второй лад и первый. Все эти цифры просто и пишите с клавиатуры, то есть обычными цифрами, не надо ничего выдумывать. Поэтому я ноты часто отключаю, они только мешают. Неудобно в гитарофон с ними работать. Вот получается у нас так. Паровоз. Низу. Здесь опять также вместо 2 3. Также делаем слэш, нажимаем. Здесь инсерт, у нас получается троечка. Вот мелодия это самая важная часть, которая нужна в аранжировке. Все остальное это очень быстро делается и очень многообразно. Главное вам научиться подбирать мелодию под нужной тональности. То есть сейчас это ля минор тональность у нас. Она одна из самых простых. Не стучите, ми. Не стучите, не стучите. Нет, здесь, наверное, тоже троечка нужна. Сейчас посмотрим. Не стучите, здесь ре, колеса. Так. Этот аккорд нам пока не нужен. Нам надо расставить, подобрать мелодию, записать ее сюда всю. Проставить аккорды. Третий шаг будет проставить басы от этих аккордов. Ну, кстати, можно вначале аккорды и басы, а потом уже мелодию дописать. Это уже как удобно. Здесь у нас аккорд С. Так. Соль, соль. Здесь у нас аккорд Е. Расставляем бас. Здесь до. Здесь. Ну, в общем, пока хватит, я думаю. Что мы дальше делаем с этим вот кусочком? Вот эти паузы мы можем заполнять как угодно, но если вы начинающий, то просто заполняйте их нотами из данных аккордов. То есть АМ, ля, до, ми. Можете вот сюда написать до, ля, потом до, ля опять же. И кнопкой О я их выделяю как неважные ноты. То есть которые можно опускать, они не мешают на мелодию, и они играются раза в 2 тише. Здесь тоже усиление можно добавить.
здесь мне не нравится. Как-то тройка. Наверное, уберем ее. Опять же, слэш нажимаем простым. Вот так получше. Здесь поставим соль диез. Так. Здесь эта нотка не очень смотрится. Можно просто эту продлить, нажать L клавишу на клавиатуре. Здесь аккорд усилим, полностью напишем. Так, здесь у нас аккорд Е. Это у нас ноты соль диез, ми и си. Соль диез у нас стоит, ми и си добавляем. Здесь мы, пожалуй. Вот здесь можно поставить 16 минутами. Уменьшаем 2 раза плюсиком и нажимаем Insert. Так, добавляем пару ноток от аккорда. Здесь еще раз усилим. Здесь уже ваша фантазия, как вы хотите. Вот мне так нравится. Тум. Так, раз. Пам-пам. И дальше пошла дальше мелодия. С ми начинается. Можно еще раз здесь какую-нибудь ноту вставить, например, бас. Эти усилить. Увеличить, точнее, в 2 раза длительности. Так, меня засосала. Там, 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 там. Ми. И давайте. Вот, кстати, удобный способ. Alt стрелочка вверх или Alt стрелочка вниз. Одну и ту же ноту играть на разных струнах. Вот ми это будет. Если вы, например, знаете, что ми это открытая, а вам надо на второй струне для облегчения. Alt вниз нажимаете, опа, она уже на второй струне. Так, здесь ля минор у нас. Бас проставляем. Здесь у нас аккорд ля. Мажорный уже. Здесь у нас ре минорчик проходит. Так. И жизнь. Здесь у нас ми идет нотка. Там. Здесь у нас уже аккорд Е. Ля минор пам. Ну, будет как будто конец. Хотя нет, сейчас мы сделаем еще здесь. Ну, более как-нибудь интересно. Так, давайте так. Нажимаем Ctrl-Shift-D, чтобы сделать это
арпеджио такой волнистый. Да. Увеличим, делитом паузу удаляем, ну как в любом редакторе. Эту нотку давайте продлим. Здесь басик добавим. Ctrl-Shift-D. Допустим. Так, вот эта нота у нас идет 2 четверти, нам надо сделать четверть с половинкой. Значит, мы нажимаем плюсик, четверть, и нажимаем звездочку на цифровой клавиатуре, добавляем половинку. Здесь нам нужна пауза вот такая, 8, потому что мы идем на второй повтор припева. Вот это все мы копируем, Ctrl-C, Ctrl-V. Оп. Аккорды можно не проставлять, тоже как хотите. И делаем что-нибудь более такое. Ну, можно, допустим, слэпы добавить. Слэп у нас идет обычно на вторую четверть каждую. Так, их проставляем. Это удар большим пальцем по струнам. Здесь для усиления я иногда пишу, потому что это удар сверху вниз боем ногтями. И вы цепляете как бы первые 2-3 струны иногда, как по-разному. Можно Ctrl-D, будет стрелочка такая, типа удар. Так, здесь insert нажимаем, уменьшаем 2 раза, еще один insert. И так как у нас здесь такт уже вылазит за предел, здесь плюсик. Уменьшаем 2 раза. Хочу добавить еще пару ноток. Вот здесь сильно длинная получается арпеджио. Ctrl-Shift-D нажимаем и как-нибудь уменьшаем вот этой вот стрелочкой. Ползунком более так резко будет. Здесь можно добавить, можно нет. Опять же Ctrl-D. Здесь немножечко усложним мелодию. Я думаю, нам надо добавить еще один такт. Ctrl-Insert нажимаем. И перед любым тактом вставляется пустой. Да-да-да. Здесь, я думаю, у нас будет 2 четверти. Значит, вот сюда вот идем. 4 четверочки написано. Ставим 2. И здесь опять обратно вставляем 4 четверки. Так. Так, отлично. Здесь продлеваем L клавишей. И точечку ставим, чтобы была 1,5 четверти. Так, здесь вставляем R пауза. Нажимаем звездочку плюсик. Так, уменьшаем. Вот, получается. Это удаляем, это убираем точку, звездочка и увеличим 2 раза. Так, здесь можно нажать режим дизайна и здесь плюсиком вот так вот и растянуть, чтобы более красиво смотрелось. Сейчас мы вот это вот еще
как-нибудь обыграем. Так, здесь слэпы добавим. Здесь тоже вместе слэп добавим. Желтые. И здесь в конце пауза. И потом просто обыгрываем вместе с этим. Запускаем. Здесь я просто добавил коротенький аккордик, типа так. Можно даже еще короче, а здесь точечку, значит. Акцент. Все, вот у нас что получилось. А для тех, кто хочет потренироваться, предлагаю написать по такому же принципу второй куплет, припев. Можете паузу, вот видите, где неактивные ноты, ненужные, дополнительные. Можете заполнять как вам хочется, можете очень там сильно все придумывать. Также можно иногда мелодию немножечко чуть быстрее сыграть, чуть медленнее. Это уже как вы хотите. И потом я в группе выложу это видео, и под ним смогу проверить ваши табы и ответить на вопросы, если что непонятно. Все, счастливо, удачи!